Мы с Марио сегодня рожаем. Звучало неправильно. Мы найдем девушку, и рожать будет она. Хотя звучит все еще так, как будто Леонид Каневский вот-вот появится из-за угла, знаешь? Эти парни притащили бедную девушку в квартиру и заставили рожать, потому что сами не могли. Окей, ты поймешь. Помимо поиска матери для следующего поколения, нам нужно закрыть последнюю задачу поколения нынешнего. Достичь вершины в карьере детектива. Благо нам осталось сходить буквально один раз. И давай будем считать, что между предыдущим выпуском и этим прошел год, потому что там была рутина, которую я вынес на стрим. Все стримы проходят на Твиче в открытую, ссылка в описании. И да, за этот год вы сказали мне, что усы отрастить все-таки надо. Какой же шеф полиции без таких усов, правильно? Еще нам нужно было владеть музыкальным инструментом. Это мы просто в выпуске сделали, хотя еще пару. А, нет, только пение. Я оставил на сейчас. Освоено. Слышите, как он поет? Но на самом деле в игре очень даже неплохие треки. Если у тебя полностью, например, пение плюс пианино освоено, реально послушай эти треки. Это знаешь, что детектив, которому дают самого несговорчивого преступника, который постоянно отчаянно врет. И Марио, как последняя надежда, заходит и говорит: Посмотрим, как ты запоешь. Показывай. И они там реально поют. И знаешь, я ведь говорил, что прошел по сути год, и Марио за этот год сделал головокружительную карьеру. Потому что сейчас нам остается последнее, самое сложное дело перед тем, как стать начальником полиции. В остальном мы поприкрывали боссов мафии, что было опасно. Мы поразрушали коррупционные схемы внутри этого участка. И теперь здесь вроде как работают нормальные люди, что тоже было опасно. Короче говоря, Марио очень много преступных схем раскрыл и стал символом очищающегося мегаполиса, став поперек горла и наведя страха на оставшихся мафиозных боссов. Я так понимаю, дело мы получили, а значит, нам остается только начать составлять схему преступления, улики, вот это все. Вы знаете, предыдущие 2 серии были посвящены этому, я не буду так сильно углубляться. Вот что мы имеем. У нас женщина-задира в блузке с каштановыми волосами. Окей, игра сгенерировала 2, но на самом деле мне кажется, что вот это должен быть наш клиент. Мы вежливо познакомимся и внимательно смотрим на характер. Изи. Посмотрите на этот взгляд. Ага, прячется от нас. Нет, вообще без шансов. Арестовываем, везем в участок, допрашиваем. Вся вот эта полицейская рутина. Ты отправляешься со мной. Эй, в смысле? Вот это Рэй постоянно все портит. Окей, в итоге оно сработало, но она постоянно приходит и находится там, где не должна быть, ломает действия, которые, вообще не должна быть там. Вот сейчас во время ареста такая: не-не-не-не-не, подожди, давай поговорим. Я сильный женский персонаж, вы должны уделять мне внимание, и поэтому прекратите все свои действия. Это что такое? Хотел сказать хорошо, что все-таки все хорошо закончилось. Допрашивая последнего нашего подозреваемого. Я уже чувствую запах повышения. Что, я зря усы, что ли, лепил? Легче легкого. Вау, оно еще и не забаговало. Я слишком верил в эту игру. Все-таки никогда эти клетки решетки не работают. Ладно, давайте до золота дойдем, немножко поупражнявшись. И как мне нравятся сделанные вами персонажи. Просто посмотрите. Большое спасибо за то, что держите город красивым. По вот этому хэштегу в галерее размещайте, я буду добавлять. И мне полезно, и вам приятно. Да, заканчиваем работать, последние минуты рабочего дня. Я не буду его продлевать, потому что мы сделали все, что нужно для повышения. Можно и в Sims поиграть. Кстати, пипец меня удивляет, иногда я спрашиваю что-то про Sims, и в комментах немало людей, которые пишут: мы вообще не играем в Sims. Почему вы здесь? Как вы это нашли тогда? И да, мы повысились. Стремительная карьера сделана. Марио Берри начальник всей полиции в этом мегаполисе. Знаешь что? Давай немного пообщаемся с Машей Зеленой. Нет, перед этим пообщаемся с соседом. Потому что я тут просто по фоном проходил жизненную цель, которая очень проста. Нам осталось одно действие, для которого достаточно в сплетнях другие персонажи, похвалить другого персонажа. Хвалим Машу Зеленую, потому что это единственный человек, который в школе был нашей родственной душой, когда остальные просто пытались перемазаться к деньгам и связям. И по идее должно выполнить жизненную цель. Да, есть. Иконки у жизненной цели почему-то нет. Вы подумали, что Sims будет нормально работать? Наивные. Я тут для кого уже который год канал веду? Знаешь что? Раз уж мы столько хвалим Машу, давай ее к нам и позовем. Тем более она уже молодая, тоже от нас без ума. И вы знаете, что это значит? А ничего это не значит, потому что мы не такой человек. Мы не можем просто взять и воспользоваться школьной любовью, потому что, видишь ли, не та камера. Вот так вы не видите игру. Я просто хотел сказать, что
станьте не такими пошлыми. Если между нами с женщиной есть искра, это не значит, что мы сразу тащим ее в постель. Мы тут цивилизованные люди. Знаешь, перед тем, как взять свое самое опасное дело в понедельник, нужно нормально прожить эти выходные. И я хочу рассказать про 2 коллекции. Ну, чтоб серия про Марио и без коллекции. Ну вы что, это же классика. Но вы знали, что одну коллекцию больше не получится собрать? Это коллекция «Плакаты Позитив». Она была частью испытания, которое проходило в конце 2018 года. Испытание прошло, коллекцию не убрали. И теперь все, кто не успел, не смогут никогда завершить все коллекции в игре, потому что, ну все, ну закончилось. Ненавижу, когда так делают. Я ведь не виноват, что не играл тогда в Sims. Почему я не могу это сам пощупать, вам показать? Поэтому со стримами у себя я делаю все ровно наоборот. Записи всех стримов, которые когда-либо у меня проходили, есть по ссылке в описании. Я вот так вот могу бесконечно листать. Там сотни записей, дополнительных выпусков и в спонсорке YouTube, и в Бусти. Все разбито по удобным плейлистам. Например, прохождение Sims 3, прохождение карьеры врача, прохождение 18+ без цензуры с Wikidom и Basemental, как я все ачивки на мастерство собирал, Rex to Riches и даже другие игры, типа Crysis или Phasmophobia. Помимо этого, например, ранний доступ, вот имя в титрах или закрытый чат в телеге. Мы видимся регулярно, на прошлой неделе виделись, вот сейчас, пока ты это смотришь, мы на встрече. Короче, реально, переходи по ссылкам в описании, глянь, буст или спонсорку. Это одно и то же, в зависимости от того, как тебе удобнее или что у тебя работает. Прям вообще не пожалеешь. А я пока переключусь на коллекцию, которая 3-я подряд в списке. Честное слово, оно случайно так совпало. Но дело в том, что появилась наводка, что торговцы смерти размещают свой товар в праздничных хлопушках. И пока у нас выходные, мы можем быстренько эту теорию проверить. Нам понадобится компьютер и большой заказ. Маша, можешь встать, пожалуйста? Я знаю, какой отвлечь. Ну и в сауне. Для надежности. Чтобы проверить, я заказал небольшую партию из 300 штук. А, мне же каждую по одной вручную открывать. Ну что ж, это будет весело. И да, не в каждой даже что-то есть. Иногда попадается всякая ерунда или даже пустота. Вот как сейчас, когда он очень грустный, типа, а что, меня обманули? А может, бракованная? А может, это заготовка под какие-нибудь капсулы со странными смесями. В любом случае, продолжаем копать. Вот она, работа настоящего детектива. Слушай, как редко что-то попадается. Пока чем-то даже похоже на какой-то скам. Потому как я хотел спросить вас, нравятся ли вам коллекции, которые фактически можно купить? Ну, есть коллекции, знаете, которые выпадают в предметах, ты просто накупил их кучу, сидишь вот так вот, открываешь, их не нужно искать, до них не нужно долго доходить, они не выпадают тебе, допустим, как городские плакаты, только в определенный промежуток времени, в определенных районах, в определенных местах. Ты просто купил кучу вещей и открываешь их по очереди. Нравятся ли вам такие коллекции? Или это как бы не совсем честно и эдакий pay to win? Если вот так спонтанно назвать любимую коллекцию, я на самом деле назову лягушек, потому что, блин, не нашел тетрадку, в какой именно я записывал. Там таблицу нужно делать, ты их скрещиваешь, получаешь разные виды. Интересно, всем советую, если что, вот тут целый выпуск, но если коротко, стоит того, наверное, моя любимая коллекция. Не из-за того, что мерч на лягушках. Реально классная коллекция. Ой, в смысле мерч на лягушках? Вот это, представьте, был бы следующий уровень. Нет, в смысле лягушки на мерче. Ссылка на мерч тоже в описании. Смотрите, его очень быстро раскупают. Мазернот раскупили за несколько часов, кажется. Так что сильно не тормозите. Бюджетные коллекции, кажется, еще остались. Худосов уже давно нет. Но будут, не переживай. Я просто разговариваю с тобой, пока потихонечку открываю здесь хлопушки. И 6 из 8 уже есть. Каждый раз, когда ему попадается конфета, он встает, чтобы ее съесть. Во-первых, низковат IQ для лучшего детектива в городе. Во-вторых, вы представляете его ноги после того, как я открою все эти хлопушки и съем все эти конфеты? Ах, если бы это было возможно. Есть сидя. Ночь хлопушек подошла к концу. Коллекция завершена. Идеально. Кто приготовил салат? Это, наверное, Маша такая. Так, он там слишком увлечен хлопушками. А мог бы меня похлопать. В смысле, она просто приготовила салат и разочарованно ушла. Но я не разочарован. Еще одна коллекция позади. Да, не обращайте внимания, что многие на 0. Так или иначе, я их и другими поколениями закрывал, или другими героями. Вот интересно, вам нужны стримы, где я одним персонажем закрою просто все коллекции? Потому что я закрывал, кажется, не каждую. И знаешь, Марио так быстро закрыл эту коллекцию, что 2 дня выходных у нас реально суббота и воскресенье полностью свободны. Я думаю, нам стоит отправиться домой
причем именно в семейное поместье, и да, в нем так уж получилось, сейчас живут только девушки. Мама, сестра и племянница. Брат Дейл после развода с 2 детьми уехал туда, на западное побережье, в Сан-Франциско, и живет здесь. В смысле? Подожди! У меня игра вылетела. Это первый раз за годы, если я не сохранился. Боже мой. Фуф, отменяйте микроинфаркт. Мы все-таки едем к родным. Буквально пару часов езды. Но трусы после съемки надо будет поменять. Что-то у меня не грузит этот участок. Обычно одна подсказка успевает появиться максимум. Сейчас их уже штук 10. Если там что-то на этом лоте сломалось, и наше семейное поместье теперь запретная зона, там вообще-то весь наш музей Берри. Будет очень больно. Пожалуйста, игра. 1 hour later. Не знаю, на чем мы закончили, но просто хочу сказать, что игра ведет себя крайне странно, потому как это 3-й раз, когда я ее включаю, и до этого несколько раз сохранение просто не прогружалось. 1 раз игра просто не включилась, бесконечно крутила пломбоб. Окей, оно просто не работает. О, черт, это то, которое было сделано перед тем, как я запустил запись. Зато работает поместье. Ладно, хватит о техническом. Я постараюсь все починить и вернусь после хлопка. Полчаса спустя у меня ничего не получилось, но это неплохо вписывается в историю. Помните, я говорил, что Марио очень стремительно сделал карьеру, и преступному миру это не нравится. Мы будем считать это покушением. Именно по счастливой случайности, случившемся до того, как Марио приехал в фамильное имение, когда там никого не было, так что никто не пострадал, но все наше поместье взорвано. Мы не можем туда попасть, я позже еще посмотрю, что мы потеряли, как можно оттуда достать, потому что там музей Берри, и это очень обидно на самом деле, но сейчас ничего с этим нельзя поделать, поэтому приезжаем к брату, убедиться, что он в порядке. Он в новом доме. Этот дом, кстати, вот так выглядит в галерее. Вот автор и настоящий автор. Мне прям очень-очень понравился. Я не знаю, насколько он работающий, учитывая, что это дом из галереи. Но выглядит, во всяком случае, прикольно, разносторонне, подойдет большой семьи. Окей. Брата мы проверили. Давайте, и я понимаю, что это тупо в выходные, когда на нас охотится мафия. Но вернемся к себе домой. Маша Зеленая будет нас там уже ждать. Нам буквально нужно взять все необходимое из дома и думать, что делать дальше. Срочная новость пришла из Сан-Мишуна. Наши источники сообщают, что этим вечером в результате покушения был застрелен Марио Берри. Шеф полиции направлялся в свою квартиру, когда 2 неизвестных открыли огонь в спину, после чего сразу скрылись. Марио Берри запомнился жителям города тем, что активно боролся за безопасность на улицах и стал символом сражения с расхулявшимся.